Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 9 марта в Стамбуле состоялась воровская сходка. По замыслу ее устроителей она должна была заложить фундамент под общий расход, которому в своем крике души недавно взывал Шакра, и поставить точку в длящемся с 2008 года конфликте. Однако события, начавшие развиваться по незапланированному для непосвященного глаза сценарию, обнажили горькую реальность, с которой архитекторы будущего мира, похоже, утратили связь. Собирал сходку и был ее ведущим сам Тариэл, что говорит о том, что его воровская полнота никем не подвергается сомнению. Или, по крайней мере, теми, кто пришел. Таковых набралось чуть менее 30 душ. В основном это были его и Мираба сторонники, проживающие в Анталии и Трабзоне. Ни из Греции, ни из Италии, ни из Москвы, ни даже из Польши посольства не прибыли. И, как будет понятно ниже, неспроста. Все знаковые события, которые обрекли сходку на провал, состоялись в ее преддверии. За неделю до часа Тариэл собрал свой круг в Анталии. Там в присутствии нейтральных воров, включая Юру Лазаревского, Хизира и других, было зафиксировано стремление к общему расходу и отказ от всех претензий к оппонентам. Примечательно, что Мираб, верный сподвижник Тариэла, все время, пока длился конфликт, занимал исключительно непримиримую позицию и был категорически против любых уступок, настаивая на том, чтобы так называемые заочники, подписавшиеся под прогоном по Таро, пришли с опущенной гривой и извинились, как когда-то бывшие сторонники убитого Рудика приходили и извинялись перед Хасаном. Посему для всех, в том числе самых радикально настроенных соратников Мираба, стало большой неожиданностью, когда Мираб согласился поддержать предложение Шакра об общем расходе без спроса и извинений. Благостным умонастроением Тариэла, более смахивающим на старческую псевдомеланхолию, не преминули воспользоваться Милия и Алфасон, которые подписывались под прогоном и до последнего тянули с извинениями. Вопреки здравому смыслу игрока с сильной рукой, Тариэл разбазарил все свои козыри, когда встретился с ними сам, вне своего окружения, упустив всякую возможность даже формального разбора и спроса. Принимая изобразивших покаяние визитеров, Тариэл обнял их как блудных сыновей и едва не пустил слезу, сказав, что не мог поверить, что они подписались под его смертным приговором. Те, в свою очередь, особенно Милия, тоже чуть не расплакались. Потом Алфасон получил от Тариэла еще один подарок – примирение с Чурадзе, которому Алфасон в свое время дал по зубам, когда Чурадзе, защищая честь Тариэла, обозвал Алфасона заочником. Приватное общение Тариэла с Чурадзе, не говоря об Аслане, который также пришел на поклон, мягко говоря, вызвало недоумение у некоторых сторонников Тариэла, у которых к ним есть вопросы. Если конфликт Алфасона и Чурадзе имел личный характер, то вопросы к Аслану касаются общака, и в этом отношении Аслан ничем не лучше Ахмеда Шалинского, с которого за это сняли шапку. Осознать всю ошибочность своего легкомысленного поведения Тариэлу предстояло уже на следующий день, когда к нему заявился Чермен, нейтральный вор, не участвовавший в конфликте, которому, соответственно, не было нужды лебезить перед Тариэлом, выдавливая слезу. Настроенный крайне решительно Чермен потребовал от Тариэла объяснить ворам, что он сделал с их общей семьей. Присутствовавший при этом Квижович пытался было встрять в их диалог, на что Чермен грубо заткнул Квижовича, предложив посидеть ровно, пока его не запомнили как фраера, надавив на больную для Гурама тему, когда его безнаказанно отлупил дикий казах. Плавно подводя Тариэла к своей главной мысли, Чермен поинтересовался у него, как прошла встреча с Алфасоном и Милией. Тариэл, словно Мака из фильма «Револьвер», самодовольно поведал, как его большое, под стать голове, сердце великодушно простило умолявших с порога о прощении. На это Чермен спросил, как теперь быть с Лашей, которого нельзя не выслушать, потому что он ни от чего не отказывался. Наивный как ребенок, верящий в Деда Мороза, Тариэл ответил, будто Шакра заверил его, что возьмет Лашу на себя.
Искренне удивленный такому ответу Чермин сказал, что Лаша вор, а не мешок картошки, чтобы кому бы там ни было брать его на себя. Апогеем, возможно, главного выступления в жизни Чермина тут же стал его безотлагательный звонок Лаше. Лаша, по всей вероятности, ждавший этого звонка, во всеуслышание заявил, что остается при своем мнении относительно Тариэла и тех, кто перед ним извинился. Тирада Лаши, который долгие годы не давал о себе знать, произвела эффект разорвавшейся бомбы, сведя на нет любые усилия в направлении общего расхода. При этом все думали, что строптивость проявит Мераб, а не Лаша, но получилось ровно наоборот. Отказавшись на сходке от претензий к заочникам, Тариэл и Мераб не позаботились о том, чтобы заочники отказались от претензий к ним. Лаша, пусть даже оставшийся в меньшинстве, одним своим звонком обрушил железобетонную конструкцию, которую Таро и Мераб все эти годы воздвигали против него. В итоге Тариэл, у которого, как он говорит, всегда хорошее настроение, на грани нервного срыва улетел обратно в Дубай. В приватной беседе он потом признался, что едва сдерживался, чтобы в тот момент не поднять на Чермина руку, который вдобавок ко всему поднял насмех бумагу об общем расходе ее автора, заявив о полной абсурдности такой постановки вопроса. Напомним, воровской прогон, подписанный 36 ворами, был зачитан Алексеем Пимановым в эфире программы «Человек и закон» на Первом канале российского телевидения. В этом прогоне Тариэла в грубой форме уподобляли девицы с низкой социальной ответственностью, подлежащей смерти от руки каждого порядочного арестанта. Эта бумага, словно дамоклов меч, провисела над Тариэлом весь его 10-летний срок и висит до сих пор. Первые лица этого прогона дед Хасан и Япончик вскоре были убиты снайперами. Другие 10, в том числе Вагон, Гизя, Кватия, Зятек, Тенга, Мутай, Мамука, Дата, Мафия и Лёва умерли, сами более-менее естественной для их образа жизни смертью. Ветлак и Рубен извинились. Первый искренне и почти сразу, второй по прошествии времени и под давлением сложившихся обстоятельств. С Жоры Ташкентского и Гии Гальского-Мерабовские получили по всей строгости, а с племянника Шакра, Дата Азманова, хлеще всего. Муха, насколько известно, отошел от воровской жизни без извинений. Остались 15 человек, которые не извинялись, в том числе 6 кавказцев: Лаша, Заза, Чикора, Гия Длинный, Камо и Коба, и 10 таких далеко не слабых славян, как Костя Шрам, Пичуга, Воскрес, Чебурашка, Слива, Забава, Сенька, Вова Питерский, Азат и Кощей, без одобрения которых, пусть даже формального, Тариэл не сможет, как вор, чувствовать себя в Москве, на которую все его планы так же комфортно, как среди своих сторонников в Турции. За представлением, разыгранным в Стамбуле, только слепой не увидит руки кукловода. Нетрудно заметить, что в проигрыше оказались все главные фигуры на шахматной доске. Таро и Мераб получили прямо противоположное от того, чего добивались, без боя сдав свои позиции, как Горбачев, Советский Союз вместе с Варшавским блоком. Лаша, вызвав огонь на себя, стал главным препятствием на пути к единству и спасению Воровского. Все, кроме главпахана, показавшего, что есть он и все остальные, которые на несколько голов ниже него, не захотевшего кому бы то ни было отдавать ни лавры триумфатора-миротворца, ни мириться с тем, чтобы на его место в Москве сел кто-то другой.